Место, о котором сегодня пойдет речь, было обнаружено нами при совершенно непонятных мистических обстоятельствах. В одном из наших ранних выпусков про проклятый холст мы оставили фотоловушку напротив картины Штирлица для того, чтобы понаблюдать за возможными аномальными активностями. Той ночью, как нам казалось, ничего интересного не происходило. Однако теперь, спустя какое-то время, мы можем смело заявить, что тогда мимо нас прошла одна очень любопытная и странная деталь. Рация, которую той ночью мы также оставили в поле зрения фотоловушки, всю ночь издавала помехи, что, в общем-то, само по себе явление обыденное. Однако за 6 часов, в которые велось видеонаблюдение, помимо обычных помех, рация несколько раз перехватила непонятные голосовые сообщения, в одном из которых прозвучало слово «Лихачева». Тогда мы отшутились, что это переговариваются дальнобойщики, но почти сразу после публикации выпуска зрители скинули нам координаты одного места, которое, по удивительному совпадению, носило название Лихачева. И место это имело не самую хорошую репутацию. Речь шла о многострадальном урочище Лихачева, на котором в свое время история оторвалась на полную катушку. Поэтому мы, недолго думая, закинули вещи в Патриот и отправились в сторону деревни Погубино, подле которой и было расположено это урочище, в районе которого, со слов очевидцев, мистики и странных совпадений было более чем достаточно. Свою историю Лихачева начинает с 16 века, и на протяжении нескольких столетий все попытки плотно заселить это село и всю соседнюю местность оканчивались неудачей. Так, например, по словам местных дедушек и бабушек, в середине 19 века половина поселившихся в этом месте людей умерла от неизвестной болезни. В наши дни интернет пестрит рассказами о том, что любопытные туристы, прибывающие на это урочище, начинают чувствовать себя некомфортно. Появляется желание поскорее покинуть это место. И хотя официально этим местом никто из серьезных ученых само собой не интересовался, некоторые из исследователей-любителей утверждают, что село находится в зоне разлома и сдвига земной коры, из-за чего изменено магнитное поле, что в свою очередь может порождать различные видения и сказываться на самочувствии. В годы же Великой Отечественной войны в этом месте шли страшные кровопролитные бои с фашистами. И хотя само село за все время своего существования находилось на грани исчезновения несколько раз, именно после того, как немцы сожгли его дотла, это место и превратилось в урочище. До сегодняшнего дня дожили лишь остатки местной церкви, вокруг которой мистических историй ходит не меньше. Но давайте обо всем по порядку, тем более, что в этот самый момент мы прибыли на место. Историй тут до хрена пагубных, одна круче другой. Многие люди, которые сюда приезжают, они говорят, что что-то такое чувствуется, ощущается, впрочем, как в любой другой зоне, месте. И мы хотим проверить, возможно ли в таком месте, действительно с богатой историей, как и прошлые наши места, что-то ощутить, заметить. Саму церковь мы вам попозже покажем, мы обязательно к ней сходим, точно не скажем когда, потому что нам вообще надо разбивать лагерь, а потом уже темнеть начинает, тут еще и тучи набежали, стемнеет, и ночью мы все равно туда не пойдем уже на утро, чтобы детально вам все это показать, рассказать. Сейчас задача собрать бензопилу, поставить палатку, что-то кухарить, пожрать, это все вам поэтапно будем показывать. Выглядит это достаточно готично отсюда, и вокруг ни души, как мы видим, то есть поля и лесочки. И тишина. И тишина, это так вообще непривычно, все как мы любим. Откровенно говоря, в этот раз мы не имели каких-то конкретных планов действий, так как попали в это место лишь по воле случая. Церковь — это единственный видный объект, который мог нам рассказать хоть что-то. Поэтому нами было принято решение разбить лагерь возле небольшого лесочка, который находился метрах 200 от церкви. Здесь мы разведем костер, установим палатку, приготовим себе ужин
и будем любоваться бескрайними русскими просторами, посреди которых, как уже говорилось ранее, когда-то творились странные дела. Люди не хотели приживаться, а войны и болезни не единожды собирали здесь свой урожай. Что касается церкви, от нее действительно почти ничего, кроме печальной и загадочной истории, не осталось. Вот такие строения исторически важные, потому что мы православные люди, русские, давайте не будем кривить душу, это важно. Не надо их обстраивать новыми церквями, не надо ничего с ними делать. Давайте вот сохранять и запоминать, что есть вот такие вот места в памяти. Возить туда наших детей, жен, друзей, да неважно вообще кого. И просто показывать богатое русское культурное наследие. Потому что новое построить мы всегда успеем. Отреставрировать тоже успеем. Снести успеем. Но если вот таких мест не будет, как эта церковь, вспоминать в принципе нечего будет, ребят. Почему называлось Лихачево? Топонимы слов славяне, как обычно, не просто так все это придумывали. И слово Лихачево имеет в своем как лихо. Лихо одноглазый был у нас такой монстр славянский. Им запугивали детей. И лихо — это значит зло, беда, ну все такое негативное. Лихачево. Не просто так назвали это, учитывая всю историю, как тут люди все заболевали, вымирали. Церковь как защиту ставили, получается. А рядом находится деревня, по которой сейчас сюда всех ведут, она называется Погубино. То есть урочище Лихачева при деревне Погубино. Но Погубино от слова гибель, то есть лихо, зло и гибель. Не просто так это все называлось. И вся история, которая у нас есть на руках, она свидетельствует о том, что действительно не просто так это называли. У всех ноги начинают мерзнуть. Дождь как льет, смотри, под ветром. А это, кстати, должно на камере быть видно. Да, видно, как будто ураган, смерч. Ребят, ну это, конечно, не аномальная зона, но это аномальная погода для этого времени года. Это неправильно заводишь, подсос у нее есть, включи подсос. Может, 18 дней полз? А то пилу слышно не будет. А может, ты не в ту сторону цепь одел? Я вот думаю, что да. Таким образом, мы начали разбивать свой лагерь в месте, в котором когда-то давно располагался относительно немаленький населенный пункт. Теперь этого и не скажешь, но в те далекие времена здесь стояло много домов, крестьяне пахали поля, скрипели колеса купеческих повозок. Когда солнце село за горизонт, мы обнаружили одну находку, которая напрямую подтверждала тот факт, что когда-то в этих местах пыталась теплиться жизнь. Пошли мы бензопилу опробовать, потестировать, как она пилит. Специально возле леска лагерь разбиваем. Заходим в лес, и выясняется, что этот лес, ну я так понимаю, древнее какое-то кладбище. Тут есть надгробие 1871 года, я видел захоронение. Поверх захоронения выросла елка, и елка такая, ну лет, наверное, под 100 ей уже. Прям крест стоит, видно, там кто-то закопан был, и торчит елка. Причем ты можешь идти по лесу, ничего нет, бац-бац, крест стоит. Дальше идешь, бац-бац, захоронение. Скорее это лес уже, а кладбище это уже когда-то было лет 100 назад. И кто-то самое что интересное, как будто за этим всем ухаживает. Какие-то захоронения как будто вставляют цветочки, как-то там эти кресты выравнивают. Это действительно очень странно смотрится. Не знаю, насколько это правильно в таких местах все-таки ночевать вообще. Пишите в комментариях, кто что думает. Да теперь решено без возврата, я покину родные края. Уж не буду листвой крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помереть знать сулил мне Бог. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй.
здравствуй, последний герой. Мы еще палатку даже не поставили. Но у нас помощников полна изба тут. И хотим сказать, что вот прям вот позади нас там, ну, надгробие, могила находится, самая древняя на этом кладбище. Мы только сейчас поэтому сообразили. В общем, это ночевка рядом с мертвецом. А может быть, кстати, там, где мы стоим и где раздобиваем палатку, может быть, какие-нибудь другие надгробия были. Вот что прикол. Мы этого уже никак не знаем, кладбище очень древнее. Заходим. Ну, Сань, тут вообще комфортно очень. Давайте костер, наверное, тогда сюда. Мы же не собираемся здесь 15 часов в ванной лежать. Я думаю, можно и покорчиться. Да лучше не корчиться. Идеально ровно уже не сделать. Еще час прошел. Ровно 11. Лех, а что ты копаешь, Лех? Я пытаюсь выровнять ландшафт. Палатка вначале ставит стенд, а потом внутри уже стенд как каркас, на него вешается вот сама палатка, которую, собственно, мы и будем проводить ночь. Ну ладно, мы тут все влезем вообще. Да, ребят, в очередной раз хочу напомнить вам простую вещь. Вы думаете, что лайк — это наша какая-то прихоть, каприза. На самом деле лайк — это тот самый инструмент, которым обладаете вы, но не мы. Мы уже охреневаем от этих походов, тем более сейчас далеко не лето, уже все замерзли. Но мы не перестанем это делать, если вы покажете нам своей реакцией, что мы делаем это не впустую. С помощью этого я приготовлю воду в кипятке. Спасибо. Скипячу воду в кастрюле. Для этого я всего лишь ставлю кастрюлю. Мне нужна баклажка воды. Максимально простой рецепт. Если вы хотите поесть вкусно, для этого вам нужна посуда, огонь, я и вода. Сейчас мы вот так, знаете, вот так сделаем. Вот тут. Мы будем готовить сегодня очень испокон веков вкуснейшее и простое блюдо. Яйца и сосиска. А после всего этого мы сделаем макароны по-флотски, не находясь на флоте и даже вблизи воды. Так вот. Но это будет, скорее всего, уже завтра. Фу, 15 слов, запыхался, как будто бегал. Пацаны, у меня такое ощущение, как будто вот я ничего не пил вообще, алкогольного, безалкогольного, ничего не пил, а у меня такое ощущение, как будто у меня просто x-10-кратный перегар изнутри разрывает, я сейчас лопну. Мне. Это, наверное, из-за меня, потому что у меня, во-первых, не то, что дико в сон клонит, у меня какое-то давление опять началось прям. Ну и это в лишний раз мне напоминает сейчас о том, что мы находимся возле кладбища. И, скорее всего, я знаю, что возле кладбища постоянно плохие сны. А учитывая историю этого места, может быть, даже и сосиски еще невкусные будут. Вот. Пока мы вылавливаем сосиски, ребята сообщают, что на спальных мешках, которые лежат тут возле машины, иней проступил. Мы сейчас верили погоду, по геолокации, где мы находимся, ощущается как -3, по факту -1, но ночью разгонится до -4. Ну что, ребят, сегодня мы отличились. Мы по соседству с кладбищем сейчас мутим тусу ночную. Палатка на 4 рассчитана, пытаемся лезть впятером сюда. Посмотрим, что из этого выйдет. А что за звук-то был? Слушай, ну сейчас-то нет, ничего не слышно. Короче, ребят, были в палатке. Какой-то Посвети себе на лицо. шум, гам на улице какой-то. Нормально? Да. Зашипело все, и дым пошел. Выходим, и баклажка опрокинута. Посвети на них. Кто-то оставил баклажку, походу, она искривилась и в бок завалилась. Как мы сейчас пересрали, пипец. Блин, ну звук Вначале такой. думали, кто-то пришел, это тут, ну, шуршит этот звук, вот этот. Не, баклажка 5-литровая проплавилась. Вот что это звук сделало. Банальная, может быть, ситуация лампа. кажется, но поверьте вы, когда вы находитесь возле кладбища, и вот это происходит. Ну вот представьте, вы лежите, там шутите, там уже засыпаете, и вдруг сейчас этого звука нет. Мы когда выскочили, он уже перестал, уже только дым оставался.
Короче, вот оно опять, человеческий фактор. Это самая вообще вещь, которая... Единственный вопрос, кто поставил баклажку возле костра, получается. Вот век живи, век учись. Спокойной ночи, что ли, я не знаю. Все, ребята, доброй ночи. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Больше никто не шипел и не шуршал. А рассказы о том, что возле кладбища снятся исключительно плохие сны, не подтвердились. Перекусив на скорую руку, нами было принято решение выдвигаться в сторону церкви, чтобы наконец лично проникнуться атмосферой, о которой столько рассказывают туристы. Но вначале мы в кои-то веки расчехлили свои металлоискатели. Да, место для копательства было знаковым. Наверняка здесь, под землей, сокрыто немало артефактов истории, которые могли бы дать ответы на множество вопросов. Хочу заранее говорится, что все находки — это фальсификация, постанова. Ну, я думаю, вряд ли мы что-то найдем тут. Конечно, вряд ли мы что-то найдем, да. Пойдем на поле, глянем, что там, потом церковь вам покажем. Возвращается один человек. Вот на этом поле, ребят, куда мы сейчас идем, находятся советики и... Как это правильно? Что это? От чего? Авиационный снаряд. 26-й год, ранние советы. Хорошо, здорово. Слышь? Я думаю, что там труп зарыт с золотыми пломбами. Ну-ка, води тут. Да, тут надо разбивать. Лех, ну ты просто шаришь. А, ну такая писюлька. А, это знаешь что? Это ключик. Ну это медная какая-то штука. Потому что она цветная. Отдай, Вот такая медная штуковина, но не знаю, возможно, что это... Лопата царя Соломона? Ребят, смотрите, вот. За неимением другого. А вы начнете постанова. Уйди, я это нашел. Ого! Кольцо золотое. С бриллиантами. Да. А что ты ржешь? Я что, шучу, что ли? Телефон! Ого! Что один? Да. Делюкс. Слышь, этот знак. Нас что он? Кондом Делюкс. Ага. Я нашел топорище. Не знаю, старое оно или нет. Его можно почистить. Вот такое топорище. Это мое, наверное, да? Я нашел. Что ты еще нашел? Да, нашел, скорее всего. Это нос накладной. Ну-ка, приложи к себе. Это... Не, другой стороной. Вот так, да. Скорее всего, наверное, это осколок от какого-нибудь снаряда. Наконец мы добрались и до церкви, которая называется Никольской. Пожалуй, здесь и начинается самая интересная история этого места, но для ее осознания нужно углубиться в далекое прошлое. Первые письменные упоминания о Лихачево датируются 15 веком, и уже тогда этот населенный пункт значился как село, а значит, церковь была здесь уже тогда, но с ней что-то произошло, потому как имеются сведения, что в 1626 году здесь была построена новая деревянная церквушка. И уже тогда пошли первые слухи о загадочной болезни, которая выкашивала жителей села до тех пор, пока строительство новой церкви не закончилось. Говорят, что загадочные смерти жителей продолжились в тот момент, когда церковь при невыясненных обстоятельствах сгорает. И только в 1718 году, когда у этих мест появляется новый хозяин, помещик Хрипунов, было решено возвести новую деревянную церковь поверх сгоревшей. Это решение вновь останавливает таинственный мор населения ровно до тех пор, пока по невероятному стечению обстоятельств новая церковь также сгорает. Не совсем ясно, как при таких обстоятельствах село вообще могло существовать, но очередную церковь построят здесь лишь в 1887 году. И на этот раз строение было каменным, что позволило ему прослужить аж до 1930 года, когда советская власть массово закрывала все религиозные объекты. С тех пор церковь и стояла, постепенно разрушаясь, никому не нужная. Хотя в свое время приход церквушки состоял из жителей 5 близлежащих деревень, общей численностью в более 800 человек. В 1941 году солдаты вермахта прошлись по этим местам и стерли с лица земли село Лихачево вместе с церковью.
буквально в прямом смысле. Складывается впечатление, что сам закон мироздания был против того, чтобы в этих местах теплилась жизнь. Может показаться, что весь этот рассказ притянут за уши, хотя и ничего сверхъестественного в нем по сути и нет. Но в наши дни эта история получила закономерное продолжение, под стать всей сюжетной линии, которая тянется с 16 века. Но об этом мы поговорим чуть позже. Если открыть интернет, отзывы в Яндексе в том же самом, можно наткнуться на такие слова, что это какое-то место силы, здесь людям становится дурно или что-то подобное, нечистое, здесь случались несчастья, пожары, люди не приживались. Знаете, но вот здесь нет, ничего такого не чувствую. Снов страшных не снилось, чувств тревоги нет, как некоторые пишут, но энергетика какая-то тут все-таки чувствуется. Может быть, из-за того, что здесь сражения были, потому что энергия, ауры — такие тонкие вообще материи, о которых нельзя что-то конкретно сказать. Их можно только чувствовать или не чувствовать. А в какой-то момент какой-то мужчина, тоже такая легенда есть, начал вот эти вот кирпичи, вот они тут всюду накиданы, ну, что-то добру пропадать, начал из церкви вынимать, накидывать все в телегу и свозить куда-то на участок, отстраивать дачу. И по сказаниям этот мужик очень быстро спился, закончил очень плохо, погиб. И вся его семья, все, кто при этом присутствовали, близкие, родные, тоже в короткий промежуток времени погибли. В такой момент еще, вы знаете, во всех зданиях, в любых практически зданиях, в 99% есть подвал, особенно в церквях. Вот. И, возможно, сейчас вот мы с Алексеем стоим на том самом подвале, потому что под ногами находится вот такая странная плита. Да, ребята, вот эта плита куда-то туда уходит. Да, и навскидку, ребят, это 100% не пол. Знаете почему? Потому что можно посмотреть, откуда идет кладка, да, видишь, вот порог. Порог отсюда, то есть эта плита стоит еще ниже. Может быть, ниже находится какой-то погреб. Вот, ребята, еще тут прямо стоит такой надгробие. Тут какие-то надписи, они очень плохо читаются. Сейчас нет времени заниматься этим. Но вот если в интернете про церковь сказано, то вот про это камень мы случайно еще наткнулись, он во враге тут находится. Некоторые церкви бывают построены, то есть они должны построены так, чтобы алтарь смотрел, по-моему, на север. Ну, если не путаю, если путаю, поправьте, но задумка понятна, что алтарь должен смотреть в определенную сторону, не на север, на восток, где встает солнце. Вот что еще. Алексей сказал, что в таких местах церковь ставили, если место недоброе какое-то. А эта церковь, она смотрит вообще непонятно в какую сторону. Знаешь, языком поэта еще до чего я сейчас додумался. Что конкретно на этом примере мы находимся в таком месте, где зло победило добро, получается. То, что 3 раза ее ставили, 3 раза. Она стоит разрушенная, и все, что жило рядом, все равно исчезло. Это ворота, по-моему, какие-то массивные крепления, это сразу видно. Петля была. Ну не ломай. Что, там есть пол? Только не наступай на него. Да, здесь есть пол. К моему большому удивлению, здесь вот такая кладка офигенная, потому что кирпичи целые, никакой разрухи нет, да. А выше уже никак. Нет. Хоть высота не очень большая, ощущений приятных, ребят, мало. Поэтому берем веревочную лестницу, промышленное альпинистское снаряжение и лезем наверх изучать. А там еще выше есть куда. Ну, я и говорю. Возможно, там сокровища. Так, разворачиваемся. Шучу. Какие бы сокровища не были бы в этой церкви, главное сокровище – это ваша страна и родина, Россия. Не более чем в километре от церкви расположились руины уже современности. Помните, мы сказали, что история с отторжением всего живого в этом месте имеет продолжение и в наши дни. Так вот вам наглядный пример того, как очередная попытка устроить в этом месте быт провалилась. В 90-е годы было решено вновь заселить людей в это место. И предпринята эта попытка была не кем-либо, а госструктурами. В поселок под названием Дача Центробанка планировалось заселить, что называется в народе, важных шишек. Для начала построили каркасы первых 6 зданий, проходную со шлагбаумом, положили асфальт. Но в результате строительство резко свернули, хотя почти все уже было готово. Очевидцы тех событий заявляют, что в один момент тупо пропали все рабочие и спецтехника, без каких-либо объяснений. И все бы ничего, но этот случай как влитой вписывается в общее полотно истории. Неведомая сила не хотела, чтобы в этих местах кто-то жил, что тогда, что теперь.
Возможно, прежде чем строить здесь современные дачи, нужно было для начала восстановить церковь. Напишите в комментариях, что думаете на этот счет. Заметьте, как оно достроено вообще, Тима-то. Тут уже и дорога, получается, сюда была проведена. Ну, условная. Такая полубетонка. Все мы знаем прекрасно, что эти дачи недостроены на 95%. Точнее, на 95% они достроены, и только на 5% недостроены. Почему бросили эти дачи? Вопрос. Поговорили мы тут с одним местным человечком, который, может быть, не знаю, ставит Лешу в кадр, не ставит. Он нам сказал, что здесь случилась буквально такая же ситуация, как и в Погубино или Лихачево. Не приживаются люди. Потому что, как мы видим, как Алексей подметил, возможно, в одной из теорий не справилась церковь с задачей своей. Ну, не очистила она землю. Ну, такое бывает из-за того, что есть какие-то захоронения, там, геопатогенные зоны, там, аномальщины, еще. Называйте это как хотите, суть это не меняет. На зданиях телефоны, куда звонить, если купить хотите. Но я так понимаю, за столько лет никто не позвонил, никто ничего не купил. Вот если бы такое притягивать за уши, то да, место считается проклятым. Если такое не притягивать за уши, то все равно вопросы остаются. Что же, почему? Почему такие богатые, так скажем, инвесторы при деньгах, ну, построили все основное, фундамент, стены, начали окна делать, а потом просто взяли и подумали: Жора, да ну его, и уехали. Почему? Почему? Кстати, предлагаю зайти в один из домов. Смотри, вот сколько битого стекла. Сань, иди сюда. Поешь. Металлоискатель бы сюда. Смотри, вон там подвал. Что у нас тут? Все в битом стекле поголовно. Вот такие комнатки. Вот тут был балкончик с лесенкой вниз, да? Наверх вот есть, мы по балке подняться можно. Но я уже не буду рисковать. Плитки у них. Такая она с рисуночком. Смотрите, тут склад бутылок просто. У меня просто один вопрос. Кому надо было с алкоголем в такую даль переть, чтобы тут забухать среди такого бардака? Это же не за один раз все копилось. То есть кто-то приходит вот на это вот место и пьет. Пришло время возвращаться в лагерь, так как все интересующие нас объекты в этой локации мы посмотрели. Оставалось приготовить ужин, лечь спать и драть когти в сторону дома. 2 дня, проведенные в этом месте, пролетели незаметно, и никто из нашей компании не может сказать, что провел здесь время плохо, несмотря на печальную историю и репутацию этого урочища. Но прежде чем мы завершим наше сегодняшнее повествование, не лишним будет показать вам еще один эпизод, который вновь свелся к человеческому фактору. По крайней мере, нам удобнее всего было думать, что фактор этот был человеческим. Чего? Найди фонарь. Тихо. Сереж, думаешь, Не надо фонарь, тихо. сейчас включу вот так вот ногами. Глаза еле открываются, сзади такой. Выключи фонарь, надо, чтобы так Не, на вот так ладони вот. тут. Сделай его хотя бы потише Да выключи немножко. фонарь. Это с кладбища? Аномальщина, может, типа то, что трупов потревожили. Только спать легли, ну уже Леха заснул. Со стороны я не помню, кладбище или с леса, откуда орут? Сереж. На кладбище где? А кладбище вот. За моей спиной. Ну это далеко, короче, оттуда, тут, слышите? Блин, ну вот сейчас вот с этим мы заткнемся. Блин, я так спать хочу, у меня вот эта вот херня будет вообще. У нас тут одно... Я тебе говорю, я тебе говорю, мне не кажется. Нам на ладони не светится здесь, как на ладони. Я тебе говорю, мне не кажется. Блин, и в глаза не Я вначале в шутку сказал, а потом, короче, где-то там в лесу вот эти вопли раздаются. Что это такое, блядь? Где у нас перец? А он с собой был? У нас Был, был перед в собой. кармане был. У нас был перед собой. Убавь это лампу, хотя бы. Ну, Я это тебе говорю, минимум, не надо, чтобы нас видно было. На нас не видно, потому что на тебя свечу, это звук оттуда идет. Я не туда же свечу. Палатка светится вся. Она должна светиться, иначе камера что не видит. Может, выйдем, не? Мы ночуем возле кладбища, и мы ждали мертвецов с той стороны, они живых уродов с той.
Если это живые уроды, конечно. Ну, кто-то орёт с той стороны, как суки. Снимаю. Вышли из палатки, самые смелые. Не, ну куда я смотрю, вон в ту сторону вот. Так как метраж ролика, к сожалению, не резиновый, парочку дополнительных эпизодов из этой поездки со временем мы опубликуем в наш Телеграм, где помимо всего прочего творится много интересной активности. На этом, пожалуй, все. Наше пребывание в урочище Лихачева подошло к концу. Утром никаких сюрпризов нас не ожидало. В результате все выспались, а машина спокойно завелась и спокойно уехала. Как мы выяснили позже, в несколько километров от нашей стоянки находился дачный поселок, жители которого вполне могли являться источником ночных криков. Какой можно сделать вывод по итогу нашего похода? В очередной раз приходится удивляться, насколько велика наша страна и как много секретов с историями таится в ней на каждом углу. Урочище Лихачева – это лишь небольшой абзац одной страницы книги под названием «Мистическая Россия». И в это самое время, когда вы досматриваете этот выпуск, мы, скорее всего, уже находимся где-то на других страницах этого альманаха. И если вы хотите узнать, какие еще таинства и фольклорные зарисовки хранят потаенные уголки нашей страны, обязательно подписывайтесь на канал. Ведь самые интересные главы нам еще только предстоит прочесть.